Беседа о пути посвящений. Я есмь Майтрея, пришедший к вам для того, чтобы передать важное послание для человечества Земли. Я есмь пришел сегодня с определенной целью, которая должна быть осуществлена именно в это время, когда происходит смена годичных циклов. Вы знаете, что когда я приходил в прошлый раз, то вы имели возможность получить представление о пути посвящений и о моей школе, в которую я приглашаю всех желающих. И однако не все желающие могут учиться в этой школе, и тем более окончить ее. Секрет очень прост. Люди стремятся к посвящениям как к чему-то таинственному, недоступному. Для них обучение в школе посвящений чем-то сродни пребыванию в престижном учебном заведении, в каком-либо из известных на Земле университетов или учебных центров, получение образования в котором открывает путь к карьере. Есть коренное отличие школы посвящений от любого престижного учебного заведения Земли. И это отличие связано именно с тем, что вы лишаетесь любой карьеры в общепринятом земном значении. К тому же вы лишаетесь не только карьеры, но и всего, что может быть вам дорого и к чему вы еще сохраняете чисто человеческие привязанности. Поэтому уже на первых этапах пути посвящений остается очень мало желающих продолжить обучение. Каким бы престижным обучение в моей школе мистерий не выглядело в глазах непосвященных и профанов в области эзотерических знаний. Согласно давнему и неизвестному для широкой аудитории закону, посвящения в школах для посвященных проводились за закрытыми дверями, и доступ в наши школы посвящений был тщательно охраняем. И даже те наши ученики, которые уже встали на путь и получили первые посвящения, не допускались к наиболее сокровенным таинствам и мистериям. Почему? Потому что уровень сознания большинства учеников не способен воспринять многие вещи, которые происходят за закрытыми дверями, и к которым имеет доступ очень малое количество людей. Если вы с вашим неподготовленным сознанием случайно попали бы в ту комнату, где даются посвящения высочайшего уровня, то, скорее всего, вы бы покинули школу посвящений в ту же минуту и более никогда не заглядывали бы за ее порог. Мало этого,
вы рассказывали бы всем и каждому о том, что данная школа является просто исчадием ада, и никто не должен даже помышлять о том, чтобы проникнуть за ее порог. Что ж, нам на руку, когда неудавшиеся ученики распространяют о нас столь невежественные слухи. Потому что действительно, когда человек освобождается от своей нереальной части, то этот процесс столь болезнен и порой протекает так драматично, что может сложиться ощущение, что вы пребываете в камере пыток. И на самом деле, когда вы встречаетесь воочию, лицом к лицу, с нереальной частью вас самих, то у вас складывается ощущение, что вы столкнулись с самим дьяволом. Только этот дьявол, в отличие от общепринятого убеждения, пребывает не где-то в преисподней, а внутри вас самих. Да, возлюбленные, и Бог, и дьявол пребывают внутри вас. И это та самая сокровенная тайна, которая раскрывалась перед посвященными в ходе того, как они проходили свои испытания. Они имели возможность в ходе подготовки сталкиваться и со своей нереальной плотской частью. И тогда у них возникало полное ощущение, что они столкнулись с дьяволом. И они имели возможность встречаться со своей божественной частью. И тогда они ощущали свою божественную, неприходящую природу. И после того, как они познавали двойственность своей природы, они должны были сделать свой окончательный выбор и полностью подчинить себя своей божественной части, Богу, находящемуся внутри себя, и Богу, находящемуся внутри своего учителя. И этот выбор столь сложен, потому что этот выбор является основным выбором, который делает каждый человек, находящийся в воплощении. И каждый из вас интуитивно предполагает, что самый важный вопрос, который вы должны решить для себя, это вопрос выбора между Богом и дьяволом, между вашей реальной частью и нереальной частью вас самих. Вы знаете об этом выборе и поэтому боитесь ошибиться. Потому что очень много людей, которые пользуются вашим желанием служить и вашим стремлением идти по пути посвящений. И подпасть под их влияние очень просто, а вырваться бывает гораздо сложнее. И все это действительно напоминает пребывание в настоящей школе посвящений. Только выбор, который вы делаете, заставляет вас служить не Богу в человеке, а человеческому эго. Поэтому не спешите с тем, чтобы подчинить себя влиянию любого человека, каким бы светлым и благостным он вам ни казался. Наша задача
указать вам тончайшие грани развлечения. По мере того, как вы все дальше и дальше продвигаетесь по вашему пути, вам приходится делать развлечения на все более и более тонком уровне. И если в начале пути вам было все понятно, стоило только соблюдать 10 заповедей, которые даны были еще во времена Моисея, и ваше спасение казалось вам гарантированным, то по мере продвижения по пути и само соблюдение заповедей является для вас тестом. И если я вам сейчас буду рассказывать о тончайших гранях и тончайших оттенках, в которых можно заблудиться, даже соблюдая 10 библейских заповедей, то вы не сможете меня понять. Поэтому наука божественная очень сложна. И обучение этой науке должно происходить под руководством опытного наставника. И первый выбор, который вы делаете, это выбор того наставника, того авторитета, за которым вам следовать. Многие из вас находятся на столь низком уровне сознания и восприятия действительности, что то, о чем я сегодня пытаюсь вам сказать, просто пройдет мимо вашего сознания и не оставит в нем ни малейшего следа. Однако есть люди, которые воспримут все сказанное мною как очень важную информацию, без которой их дальнейший путь будет просто немыслим. Я говорю для этих немногих. А те, кто не понял, о чем я говорю, вспомните мои слова, когда настанет ваш срок. И вы столкнетесь с теми обстоятельствами внутри вас и вовне вас, в которых не сможете разобраться. И вы вспомните о тех подсказках, которые я дал вам в ходе нашей сегодняшней беседы, и вернетесь к ним, и перечитаете. И поймете, что ничего не было сказано напрасно. Все, что было сказано, содержит очень важную информацию для тех, кто способен ее воспринять. Я говорил с вами сегодня из точки огромной любви, которую я испытываю к тем из вас, кто стал моими учениками, кто принял это решение после моей диктовки, в которой я пригласил вас в мою школу мистерий. И кто с тех пор ни дня не забывал обо мне и о своем намерении пройти обучение под моим руководством. Я внимательно наблюдал за тем, насколько твердо ваше устремление. Многие из вас забыли на следующий день, что попросились в мою школу. Но были и такие, кто до сих пор помнит о своем намерении. И с ними я продолжу свою работу. Полгода – достаточный срок, чтобы вы могли ощутить серьезность вашего намерения. И сейчас мы пойдем дальше. А те, кто отстал, смогут заново, на более серьезном уровне,
проанализировать свое намерение и вновь попроситься в мою школу. Я есмь Майтрея. С любовью к вам.